Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такие кружевные полулистья или веточки, кто что здесь увидит. Они формируют очень интересный вот здесь край и великолепно смотрятся в очень многих вещах. Вообще лично я очень люблю вот такие или подобные такому узору, потому что здесь формируется сразу вот такая изящная волна, и не нужно придумывать, что сделать, к примеру, если вы вяжете платье или облегающую, полуоблегающую, там, футболочку, маечку, топик, неважно. Все это сразу уже бросается в глаза, особенно если это на каком-то контрасте, очень-очень изысканно и эффектно выглядит. Этот узор можно использовать, кроме летних вещей, также на демисезонных. Красиво будет смотреться джемпер с длинным рукавом. Или же, к примеру, если вы хотите связать свитер, то центральную его часть выделить одним или двумя раппортами данного узора. Также можно оформить низ изделия, горловину, рукавчики или вообще джемпер лицевой гладью, а именно только рукава выделить ажуром. Тоже будет все это очень-очень красиво. Пряжу здесь можно использовать любую гладкую, пушистую пряжу. Пушистой пряжи, кстати, очень интересно смотрится в рыхлом вязании этот узор. Он немножечко теряет вот свою вот эту текстуру, фактурность такую, но смотрится вообще великолепно, как кружево. К примеру, вот в кидмахере это точно выглядит именно вот так. Спицы также я рекомендовала бы подбирать те, которые рекомендует производитель конкретной пряжи, но все нужно смотреть и пробовать, потому что вот, к примеру, в том же самом кидмахере, в пряже, которая у меня есть, производитель рекомендует спицы брать номер 1,5, от 1,5 до 2, но мне, допустим, очень понравилось, как изделие выглядит на спицах номер 3,5. Кидмахер у меня очень тонкий, там 550 метров в 25 граммах, то есть 2200 тысячи в 100 граммах. То есть ниточка совсем тонюсенькая, как паутиночка, но вот именно в паутинке он смотрится великолепно. Точно так же, если вы вяжете шаль, к примеру, приблизительно может быть такая же история. Но это все зависит от личных предпочтений, скажем так. Итак, вот так выглядит этот рисунок при вязании снизу вверх. Если же вы отдаете предпочтению или ваше изделие предполагает вязание от горловины, это будет выглядеть вот таким образом. Солнышко немножечко мешает, постараюсь показать вам, как это будет выглядеть. Смотрите, какие изящные листики, ну или веточки. Я путаюсь, у меня они то веточки, то листики напоминают. Вот так. Вот так выглядит изнаночная сторона. Раппорт данного узора составляет 16 петель в ширину и всего лишь 8 рядов в высоту. Приемы используются здесь самые простые, убавления, накиды, лицевые и изнаночные петли, поэтому здесь справится даже начинающий мастер. Для провязывания образца вместе с вами я набрала 19 петель, 16 это петли узоры, 1 петля симметрии и 2 кромочные петли. Если же вы вяжете по кругу, вы набираете количество петель кратное 16 и провязываете с 1 по 16 петлю, чередуя их на ту ширину, которая нужна для вашего изделия. Итак, давайте начнем. Первый ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю. 1 изнаночная петля, 3 лицевые, 1, 2, 3, 2 раза убавления с наклоном вправо. При убавлении с наклоном вправо на меня должна смотреть первая долька петли, чтобы петли не были скрещенными и не было никаких узелков. Поэтому я меняю расположение их.
на спице. Вы же смотрите по своему вязанию. И провязываю вот таким образом 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. И еще раз 2 вместе, лицевой с наклоном вправо. Далее 4 накида через лицевую. Накид, лицевая, второй накид, лицевая, третий накид, лицевая и 4-й накид. Дальше идут убавления, 2 вместе с наклоном влево. При убавлении с наклоном влево на меня должна смотреть вторая долька петли. У меня они расположены правильно, поэтому я их просто провязываю вот таким образом. Один раз и второй раз. 1 лицевая. Я провязала раппорт узора. Петля симметрии в данном случае идет изнаночная и кромочная петля. Все четные ряды в этом узоре провязываются по рисунку, поэтому я провяжу второй ряд вместе с вами, чтобы начинающим мастерам также было все понятно, а дальше я буду пропускать четные ряды, потому что они все провязываются одинаково. Итак, второй ряд, кромочная, 1 лицевая. Основной узор я провязываю изнаночными петлями. В том числе все накиды также провязываю изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, вы также вяжете по рисунку и накиды будете уже провязывать лицевой. При поворотном же вязании вот таким образом это все провязывается, как делаю это я. Лицевая петля симметрии и кромочная. Третий ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю. 1 изнаночная, 2 лицевые, 2 убавления с наклоном вправо, 2 вместе с наклоном вправо и второй раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот таким образом. Далее идет накид, лицевая, накид, 3 лицевые петли, 1, 2, 3, накид, лицевая, накид и 2 убавления с наклоном влево, 2 вместе лицевой с наклоном влево 1 раз и второй раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. 5-й ряд. Кромочная, я ее просто переснимаю, 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, вот таким образом, и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая, второй накид, лицевая, третий накид, лицевая и 4-й накид. Далее идет 2 вместе лицевой с наклоном влево и еще раз 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые петли. Это я провязала раппорт узора. Изнаночная это петля симметрии и кромочная петля. 7-й последний лицевой ряд данного узора. Кромочная, 1 изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Еще раз 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При убавлении следите, чтобы петли не были скрещенными. Далее идет накид, лицевая, накид, 3 лицевые петли, накид, 1 лицевая, накид и 2 раза убавление, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 раз и еще 1 раз, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 2 лицевые, и это я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. И вот такой раппорт этого узора. Чтобы увидеть красоту этого рисунка, нужно провязать большее количество раппортов, хотя бы 2. Поэтому предлагаю сделать это самостоятельно и убедиться, насколько действительно красивый узор получается. Всем легких петелек
и красивых изделий. До встречи на канале!